Здравствуйте, мои замечательные, любимые подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Всем доброго времени суток. Спасибо огромное за то, что вы со мной, за поддержку канала, за ваши лайки, за ваши подписки. Благодарю вас. Отдельная благодарность за ваши истории, за ваши комментарии. Благодаря им, я надеюсь, многие из девочек смогут избежать своих каких-то ошибок. В любом случае, ваш жизненный опыт, он очень полезен. Интересно, как минимум. Итак, сегодня я хочу сделать расклад на тему. Так, а что же за тема? Ага. Кто и что говорит о вас прямо сейчас? Это может быть, ну, как обычно у нас, как правило, приходит там какой-то влюбленный в вас мужчина, он кому-то что-то рассказывает. Но я надеюсь, для того, чтобы не было однообразно, может быть, в кое веки придет, я уже не знаю, какая-нибудь там дамочка, которая о вас что-нибудь рассказывает. Может, это ваша свекровь, бывшая или настоящая, которая сейчас хорошая, конечно же, о вас что-то будет говорить. Может, ваши коллеги по работе, может, подруга ваша, может, что-нибудь, кто-нибудь придет такой вот и что-то интересное про вас расскажет. В моменте, сейчас, тот человек о вас будет говорить. Для начала я делаю вашу сигнификацию. Если срезонирует, вы себя узнаете, лучшее из лучших, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Какая вы? Какая вы? Не хочу я такую карту читать. Боль какая-то. Не. Так, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Начинается. Вампиры с порога. О чем это? Глазки у вас завязаны, вы каких-то вампиров в упор не замечаете. Ну, сейчас будем уточнять. Может, это вы такой вампир. Сейчас все про вас узнаем. Какая девочка на расклад пришла? Покажите. Покажите. Так. Вампир в этом раскладе. Это вы или это кто-то другой? Вас окружают такие люди. Вы? А нет, какой вы вампир? Вы ясно солнышко. Вампиры, как известно, они лежат в склепиках и на солнце они сгорают. То есть, как будто бы вас, в принципе, ну вы, это два полюса, да, ну, в данном случае, в данном раскладе вы не вампир. Кто бы вам там что про вас не рассказывал, вот тут вот вы не вампир. Интересно, тут как-то, а ну-ка, в чем это вампир? Тут, девочки, в общем, как будто бы есть люди в вашем окружении. В том числе, не будем тут, как у нас уже часто у многих тарологов заведено, да, я, наверное, не исключение, к сожалению. У меня приходят на расклад часто мужчины, вот, то есть бывшие, люди, с которыми был очень негативный какой-то опыт. Они проигрываются очень часто как вампиры, потребители, да, назовем это так. Кровушку попили, и все, и в кусты. Но в данном случае я не буду наговаривать на мужчин. Мужчины и женщины, я повторяюсь, они бывают и хорошие, и плохие, и женщины есть хорошие, и плохие, и мужчины тоже, соответственно. Поэтому не буду тут так разделять. В данном контексте, у нас в данном раскладе вышли вампиры, кстати, больше женщины, которые, может быть, стараются где-то вас использовать, где-то, ну, знаете, это типа такие подружайки, типа такие там, к вам как-то расположены люди, когда им нужно, они появляются у вас на горизонте, какой-то кипиш там, да, вот давай дружить, да, но при этом сразу же идет, вы понимаете, вы этому человеку выгодны чем-то, и вас тупо как используют, да, о чем тут говорить, вампиры эти. А когда вам что-то нужно, то эти люди пропадают с радаров, где-то их вообще, и, как это, днем с огнем, и вообще не найдешь их. Про вас забывают вовремя. Тут как будто бы эта история, в принципе, учит по поводу этих вампиров. Вы идете у меня как завязанными глазками. Вы можете людей, мне кажется, где-то наделять какими-то качествами классными, которыми они не обладают.
приписывать им эти качества. Может быть, вот я же говорю, как кто-то сознательно даже не хочет открывать эту повязку, снимать. Может, вам даже близкие родственники, да, как часто бывает, вот я что-то вспоминаю, там, мамочки своим взрослеющим дочкам рассказывают: ну посмотри на эту вот эту девочку, там, это ж какая она ж тебе подруга, она ж в любой момент тебе там, она же так с тобой поступала, и так там где-то, может быть, видит мама со стороны, как к тебе истинное отношение. А нам так не хочется, я просто про себя больше, мне так не хотелось в свое время открывать эту повязку и видеть подруг, я их считала подругами вот такими, какие они есть. Не хорошими, не плохими, а такими, какие они есть. Их поступки в отношении меня. Вот где-то это было настолько болезненно для меня, даже приоткрыть эту повязку. Так вот, тут тоже история о том, что вас как будто бы, может быть, предупреждали уже, ну а вы не снимаете эту повязку. Где-то вот как вас учат, вот, не нужно в эту паутину тебе попадать, не нужно эту жертвенную какую-то позицию в ней оказываться и тянуть эту лямку. Учат тому, чтобы вы рамочки границы свои научились по карте воительница выстраивать, где-то научились отсекать, где-то говорить нет, где-то уже не боялись быть вот этой вот девочкой, которая кого-то обидит, да, а в первую очередь заботились о себе. У кого-то это даже может быть вампиры. Знаете, тут даже карта дерева, это род, семья, это у кого-то даже родственники могут быть, да, такие вот, ну, потребители, да, где-то, как минимум, вампиры, это же не всегда это материально, это очень часто люди, которые вам могут появляться, да, на вашем как-то горизонте, могут нервы вам так вымотать, подпитаться этой энергией, где-то элементарно самоутвердиться, и все, и дальше идут по своим делам. У них подъем, у них вот эту вот батареечку они свою зарядили, а вы сидите, лежите, обтекаете и думаете: боже мой, да за что же мне это все? Особенно если это близкие, это вдвойне тяжело послать в эротические дали, вдвойне тяжелее как человека на место поставить, потому что ну, не хочешь делать больно. Так, опять-таки, тут как-то показывает, что для кого-то это уже давным-давно эту тяжелую ношу вы тащите с какими-то, получается, люди даже по дереву. Ну хорошо, если даже не родные, прям, ну, не кровные, то это может быть приближенные, очень приближенные, вот как-то так. При этом, да, могут быть люди, которые даже вхожи в ваш дом, кого-то вы воспринимаете, вот как у меня есть подруги, которых я вообще воспринимаю как, ну, как сестер, родные, вот такие вот. При этом у всех у нас есть недостатки, просто с какими-то мы можем мириться недостатками у подруг, допустим, а какие-то периодически вот бывает, ты понимаешь, что все несовместимо. Мое видение жизни и мое видение подруг вот и проявления. Тут вот как-то почему-то вас говорят, что эту тяжелую ношу вы несете, но уже где-то, может, у вас уже какие-то даже проявления какие-то. Мне почему-то, ну, вы тяжелую ношу несете, но где-то у вас даже какой-то, может, гнев уже, где-то какие-то психи, мягко говоря, где-то уже по карте огонь, злоба, потому что идет как будто бы обесценивание вас. Ну, такое вот мне. Где-то, может, люди вас как в иллюзии какие-то погружают даже. Знаете, как вот это мне идет? Вот есть такие люди хитро сделанные, которые считают, что они самые умные, а вы уже, может, видите насквозь их, и просто вам даже стыдно. Они что-то творят, вот как это говорят, испанский стыд, да. Они что-то творят, вытворяют в полной уверенности, что их какие-то идиоты окружают. А вот может, вы вот эту повязку натянули и думаете: боже мой, да ладно, пусть думают, что я этого не вижу. Не хочу. Почему-то так показали. Не хочу это выносить на поверхность. Хотя, по идее, вам говорят, давным-давно уже нужно как бы отсеять этих людей, или как минимум поставить их на место, как минимум перестать давать свой ресурс. Почему-то мне так подсветили этот нюанс. А тут закономерно, кстати, женщина очень красивая, но по этой карте уставшая. Уже накопленная какая-то усталость, и где-то вы говорите, боже мой, у меня такой потенциал, вот сами себе даже, вот эта карта, она часто выходит на вашу сигнификацию. Муза яркая, харизматичная, женщина, которая наполнена энергетически, вообще-то это ваша сигнификация. Талантливая, опять-таки, и внешне привлекательная, умеете как-то так
себя преподнести, умеете подчеркнуть свои достоинства во всех смыслах. Но вот тут этой вот харизма, от этой батарейки, как будто бы сейчас мало чего осталось. Срочно нужно восполнить энергию. А тут закономерность. Как же ты, блин, извините, это не ругань, это мне тут прям на нервах. Как же вы тут будете восполнять эту энергию? Как вы ее восполните, если тут у вас рядом эти вампиры, которые с вас тянут? Тут даже женщина лишний раз старается, ну это, наверное, из другой оперы. Не хочу опять сюда мужчин приплетать и рассказывать, что тут мужчины, вампиры. Нет. Тут почему-то мне даже показана карта вас. Вы темпераментная, страстная, сама по себе. Ну живая, яркая вообще. Так вы даже закрываетесь сейчас, может быть, от каких-то отношений с мужчинами, может быть, сознательно даже вот эти, как вытянутую ручку говорите, да не хочу я ничего, чревато это все, какой-то, может, болезненный опыт, может быть, говорите, не надо мне вот эти всплески, не нужно мне вот эти вот там эйфорию какую-то, пусть будет все тихо, спокойно, оставьте меня все в покое, почему-то мне тут такое, как будто бы. Да, вот как говорят, уйти старушка в печали, то какой-то, может, вы так мужчине, мужчине вообще какой-то, даже на вас там обращают внимание по-любому. Какая бы вы тут уставшая от жизни, от взаимоотношений не были, все равно на вас внимание обращают мужчины. А у вас такой, наверное, взгляд, ну не буду говорить замученный, ну какой-то, может, такой оценивающий, может быть, уже такой скептический, да. В глазах вот это какая-то, хотел сказать, тоска еврейского народа, ладно, в принципе, вот может быть в глазах, да, как, ну, боль какая-то уже, ну не буду это все обесценивать, но мне просто, плюс мне прям такие идет, может быть, не расслабленная женщина, какая-то такая натянутая струна, прям как оголенный нерв. Почему-то мне идет, ну, может и не в тему, но мне как будто, может, уже и уголки губ так чуть-чуть поджаты, и вы так с прищуром смотрите и думаете, о, тут не-не-не, там какой-то пошел красавчик, павлин, самовлюбленный, нафиг надо, нет, если кто-то там вам комплименты говорит или где-то старается обратить внимание на себя, вы думаете, иди своей дорогой, не надо мне от тебя ни черта, мне и самой хорошо. У кого-то и так, девочки, до такой степени прям дойдет. Хотя на самом деле, говорю, страстная, темпераментная. И внутри же это все есть. Ну, как будто бы, ну, или не готовы сейчас ни к каким вот таким отношениям. То ли из прошлых еще не можете как бы до конца, да, выйти для того. Какие тут страсти? Тут хоть бы, я же говорю, восполнить энергию, ту, которую уже давным-давно много пораздавала. Ну да, тупик, карма. Понятно, сейчас как какие-то расхлебываете, ну, может быть, последствия взаимоотношений, которые вот-вот были, есть, да, как будто бы уроки проходите. Поэтому, я же говорю, хотя бы выйти с минимальными потерями из того, что есть. Так. Давайте. Кто и что говорит о вас прямо сейчас. А пока я перетасовываю эти карты, хотела вас попросить, подпишитесь, пожалуйста, мои принцессы, на канал. Кто еще этого не сделал, и поставьте лайк, не стесняйтесь, да. Для вас это мелочь, а мне приятно. Лайки сами себя не поставят. Благодарю вас. Итак, кто говорит о вас прямо сейчас? И что этот товарищ говорит о вас прямо сейчас? Что? Кто говорит и что говорит о вас? Кто говорит о вас прямо сейчас? Кто и что он говорит о вас прямо сейчас? Что? Кто говорит о вас прямо сейчас и что говорит о вас прямо сейчас? Кто говорит о вас прямо сейчас и что говорит о вас прямо сейчас?
что говорит о вас прямо сейчас? И что говорит о вас прямо сейчас? Так, кто там о вас сейчас прямо говорит? Кто? Женщина говорит. Женщина, ведающая. Сейчас будем все читать. Ну, увлекается женщина эзотерикой. Психолог может быть неплохой. Знаете, тайные знания. У кого-то может и практик. Ну, тут об этом ничего нет. Это, в принципе, все вместе. Так, чтобы вам интереснее было, да? Так, женщина это. Сейчас. Угу. Интересно, о чем это? Женщина сама по себе. Так, о чем это? Сейчас уточню. А для вас она кто? Кто эта женщина для вас? Ну, для вас это женщина, которая ходит в маске, которая истинную свою суть, где-то отношение к вам, она скрывает под маской. А какое у нее истинное отношение к вам? Истинное к вам отношение. Шанс. Истинное отношение к вам. Да, что вас связывает? Что не могу понять. Ну, а тут даже не любовная сфера. Сейчас я спрашиваю, ну, потому что тут вышли мне какие-то, ну, чуть ли не у кого-то любовный треугольник, но это я не хотела бы так прям считывать. Ну, тут влияние третьих лиц. Ну, как будто бы это женщина, вы в социуме вместе связаны. Где-то это может у кого-то работа, рабочие взаимоотношения, у кого-то это в принципе приятельские взаимоотношения какие-то. Но скорее всего это знаете как часто проходит знакомые знакомых. Опять-таки это может быть женщина, которая вас там даже где-то по поводу вас с кем-то общается. Не буду говорить сплетни, нет, такого нет. Вот общается постоянно о вас с кем-то. Еще третьи лица тут такое есть. При этом женщина на самом деле хитренькая, как будто бы и вашим, и нашим. Может и вам тут хорошее что-то рассказать. На самом деле не совсем она такого прямо о вас хорошего мнения, да, но потом посмотрим тут, собственно, о чем же дальше она говорит. Тут такая женщина, ну, она не глупая, мягко говоря, в социуме хотелось бы реализовываться. Где-то вот тут как будто бы я спрашиваю, в принципе, кто она, что она. Явно вы ее легко не прочитаете. Одно то, что она уже ведающая, знаете, эта женщина тут как минимум интересуется психологией, у кого-то эзотерика, а тут все такое. Вот. Может быть, тайные знания она получает, она умело где-то камуфлирует свои эмоции, свои истинные желания, свои какие-то даже, может быть, запросы. Может, фиг вы там поймете, что у нее в голове на самом деле. А на самом деле, как будто бы тут где-то идет даже эта женщина, тут даже без негатива, не могу сказать, что с негативом. Она хотела бы какие-то шансы вот, по судьбе ей предоставляются. Она смотрит, вы ей можете быть чем-то выгодны, удобны. Где-то даже, может быть, если это рабочие отношения, хотя именно работа мне и не вышла, но, допустим, в социуме где-то пересекаетесь, она вот даже может лишний раз там где-то попытаться, там, вам улыбнулась, где-то заговорила с вами, где-то какие-то типа дружеские отношения, а-ля дружеские с вами выстраивать. Это не близкая подруга, сразу говорю, это женщина. Для чего? Для того, чтобы, может быть, она такая, знаете, думает, может, эта женщина мне в будущем пригодится, мало ли. Но при этом
подсознательно есть у нее такое, как будто бы чуть-чуть вас как бы использовать в будущем. Ну, вот так вот. Но пока у нее бесплодно не получается. Вот эти какие-то шансы там, то ли человек хотел бы с вами ближе сойтись. Но опять-таки, если это в социуме, карта сад, если это коллектив, то вот вспоминайте коллегу какую-то, которая такая, вроде самодостаточная, умненькая, хитренькая, но так вот как-то окольными путями, может даже и не напрямую, но старается с вами как-то сблизиться, может быть, так в подружки набивается, вот тут такое. Но тут почему-то бесплодно. То ли вы ее стараетесь держать на расстоянии, то ли вас как-то подсознательно тоже может быть срабатывать, что тут что-то не совсем чисто, как будто бы вот искренности маловастенько. А тут человек, в принципе, как будто бы такой, даже вот может, хорошая шахматистка, да, хороший шахматист, да, правда, как будто наперед, несколько шагов вперед продумывать. Она может уже смотрит, ага, вы можете быть ей выгодны тем. Вот тут как-то так, тут даже материальный какой-то подтекст. В принципе, даже если знаете, какая-то она знает, вас интересует, допустим, какая-то сфера, я не знаю, деятельности, может, что-то вас интересует, информация какая-то, она даже может осознанно изучать эту информацию и вам подбрасывать эту информацию, опять-таки, для того, чтобы она была вам интересна, понимаете, вот как-то так вот, ну, мне так идет. При этом очень много такого, знаете, допустим, какой-то не совсем проверенной информации, какая-то отчасти иллюзии. То есть смысл этого всего где-то для вас как рыбку на это, как это, ой, что ж там, рыбу нашу ловят, ну, понятно, на червяка, ну, это... Удочка, крючок, вот вспомнила, извините, с меня такой рыболов, да, в общем, как на крючок вас чуть-чуть так вот, знаете, может, провокации какие-то такие, оно вроде бы и не критично, и не токсично, но, мне кажется, вы чувствуете какую-то не очень искренность. На самом деле, эта женщина, она так всю жизнь, мне кажется, так она привыкла вести дела, где-то даже, мне кажется, это приносит ей успех. Почему-то и кажется, что вы рано или поздно вы можете быть для нее выгодны. Ну, даже не знаю. Если коллега по работе, опять-таки, она уже продумывает, где вот там вот, может, вы ее там или замените, или подмените, или там будете ей выгодны в чем-то. Если в социуме подруга подруги, то то же самое, может быть, какие-то интересы пересекаются, тоже она думает, ага, вы можете быть ей удобны. При этом, повторюсь, она может изучать сама какую-то информацию и вам давать эту информацию, которая вас может заинтересовать. Вы даже можете сознательно потом захотеть с ней вступать в какую-то там коммуникацию, выстраивать какие-то взаимоотношения. Но опять-таки тут какие-то предупреждения. Из этой информации фейковой очень много, карта иллюзий. На самом деле она вам может быть особо и не полезна, а вы ей по факту будете полезны. Тут вот как-то так. Мне такое показали. Так, и вообще. Ну да, тут показали ее вот хитренькой женщиной. Причем, может быть, даже, я не знаю, как это, вот это все вместе трактовать, но карта темница. Может быть, вы в свое время в каком-то тяжелом были положении. Тут чего хочешь, может быть, там переход с одной работы на другую, допустим, потеря трудоспособности, да, потом, может быть, там проблемы с близкими родными, может быть, даже болезни у кого-то элементарно, да, вот там какой-то момент был выздоровления, у кого-то личная жизнь. Вот мне, в общем, как будто бы у вас похожие ситуации могут быть. Вот, допустим, пример приведу. Там вы там переходите с одной работы, там меняете сферу деятельности на другую. И вот этот ваш опыт, он для нее очень важен, для этой женщины. Вот, допустим, у нее похожая ситуация. Вы в полной мере этого не знаете, но она у вас выведает, выспросит все. Явки, пароли, как это легче это все преодолеть, может быть, кому подойти, как лучше это в жизнь свою устроить. Вы понимаете, да, очень хитрая женщина. Но тут нет как бы, она для вас вроде как и не опасна, и не токсична даже, но она просто сама по себе такая, знаете, вот, ну, лисичка такая изворотливая. Опять-таки, общение, вот как, знаете, как язык там доведет, куда он там до Киева доведет, вот, в общем, куда-то язык этот доведет, она вот как-то бы и третьи лица общения, и нам о вас поговорит. Ну, опять-таки, нет негатива, нет сплетен о вас. Это, в принципе, как будто бы какие-то типа рабочие отношения. Ну, просто человек так выживает. Ну, вот. Ладно.
что-то мне так показали, что просто тут нет посыла негативного какого-то. Опять-таки, женщина, кстати, она может быть разной. Кстати, в семье она может быть довольно-таки там какой-то верной. Хотя вот тут первые карты какие-то. Карта верности, карта семейности какой-то. На самом деле очень умная, мудрая. Опять-таки, в личной жизни. Так, ну тут личную жизнь пока оставим в покое. Тут нет, как будто бы в принципе ждет свою жизнь перемен. И она умеет эти перемены, знаете, то ли привлекать, то ли тут элементарно даже вовремя сориентироваться для того, чтобы, знаете, как одни двери открываются, закрываются, неизменно открываются потом другие двери. Вот эта женщина, она умеет как будто бы выбирать, даже когда эти еще двери новые не открылись, она уже знает, куда ей пойти и где с кем выстроить какие отношения. Вот такая какая-то по вот этой карте манипулятора. Тут и мужчинами может манипулировать. Но почему-то тут идет какой-то у нее период такой печаль, будто бы ее манипуляции в какой-то момент они не срабатывают. Тут печаль, тоска какая-то. Но она не теряет это, знаете, присутствие духа, руки не опускают. Тут стратегия что-то новое выдумывает, как планирует. Такая очень, очень женщина, как это, ну, наполненная, где-то энергетически наполненная женщина, прям горит в чем-то. Но опять, при всем при этом, вот она тут какие-то стратегии выстраивает, да, как ей чего добиться, достичь, как лучше, как это все просчитать. При этом многие ее вот такой вот не считывают. Она как по карте карнавал в маске ходит. Там маска выходила, тут маска. То есть свои истинные там какие-то желания, свои истинные планы там грандиозные, она все будет долго-долго скрывать. Потом момент это все осуществит, и тогда, может быть, вы поймете о существовании, догадаетесь этих планов. Тут как-то так. Так, ну глупо я ее точно не назову. Так, эгоистично какие-то игры ведет. Игры по поводу чего? По поводу того, что ну, вот захотела она это, она будет добиваться этого любыми способами. Вот тут такая маска, игра, карнавал, вот сами понимаете, все это скрыто. В том числе где-то скрыт этот ее эгоизм. Если уже потом по факту где-то вы пересечетесь, то вы можете, да, где-то даже стать жертвой этого, ну, эгоизма, как в жернова попадете, потому что женщина четко понимает, чего она хочет. Ну и готова, мне кажется, идти на какие-то типа, знаете, типа жертвы. Но жертвой будет не она явно, а какие-то, как это, составляющие, сопутствующие вот эти вот какие-то жертвы, на это может закрывать глаза. Опять-таки, соперник, треугольник, коса. Ну, не хочу сюда тут какие-то третьи лица по поводу, ну, любовной связи. У кого-то может быть, если мы на нее смотрим, да, может быть она наличие треугольников, но тут мне почему-то по-другому идет. Мне тут, в принципе, ее какое-то видение себя, то почему-то мне хотелось бы это все прочесть на нее, что женщина вообще не особо мирится с каким-то, знаете, даже другим мнением, иным мнением. Тут соперничество не переносит. Она, мне кажется, очень сильная соперник. Она тут как-то может использовать даже третьи лица. Вот, допустим, какой-то нарисовался у нее соперник в плане, соперница, может быть, в плане рабочие какие-то моменты, бизнес, да, деловые моменты, то эта женщина будет, может, даже не напрямую с этим соперником как-то выяснять, она привлечет третьи лица, может быть, так все дело обставит, что этот соперник, он растворится просто, да, вот как будто бы его и не было. Тут, причем чужими руками вот она с ним расправится. Может быть, даже какие-то будут превентивные меры. Что даже этот соперник, он до конца деловой там какой-то, да, соперник, если можно так сказать. Он даже до конца не поймет, откуда прилетело. Но все, и так бизнес рухнул, и все. И уже нет у нее никаких ни конкурентов, ни соперников. Вот мне тут такая идет дамочка.
Ну, почему-то так. Вот такая женщина какая-то. Но, в принципе, очень сильная, я так вижу, хитрая, сильная, манипулятивные какие-то у нее тут развитые моменты. Уж не знаю, девочки, манипулятор хороший. Тут такая какая-то прям уху-ху. Так, ладно. Собственно, что она о вас говорит, эта женщина? Еще раз повторюсь, вы с ней не близкие подруги. Вы с ней, это может быть формат коллеги. Причем женщина к вам, она не токсично проявляется. К вам она так как-то понимает, что вы можете быть ей выгодны. Поэтому она старается как-то что-то выстроить, какие-то взаимоотношения с вами. В принципе, в социуме, даже если не коллектив рабочий, в социуме, то я же говорю, это подруга какой-то вашей или близкой подруги, или ваша знакомая. Вот тут как-то так. Человек, который не, знаете, ни перед чем не станет для того, чтобы где-то кого-то как-то так экологичненько, но использовать. Так, что этот человек о вас говорит, да? Что эта женщина говорит о вас сейчас в моменте. Так, ну мне тут прям такие карты странновастенькие, поэтому с кем она говорит о вас? С кем? Угу. Странно все это. Я думала с какой-то другой женщиной, но тут нет. Тут вышел у меня мужчина. Эта женщина разговаривает с каким-то мужчиной. Мужчина проигрывается как воин, разрушитель. Мужчина, у которого в жизни сейчас башня, разрушения, где-то из-за его каких-то, может быть, поступков, из-за тут карта сущность, из-за пороки какие-то, знаете, где-то с чем-то слишком увлекся. Ну, не буду тут. Тут как будто бы закономерность разрушения в его жизни из-за него самого. Тяжелую ношу товарищ несет. С вами, кстати, может по карте отшельник быть на расстоянии. Может быть пауза вынужденная. Может, в принципе, отдалились. Да? Тут такое вот, в принципе, как будто бы огонь. Мужчина страстный на самом деле, но в то же время для него вот как на весах, да, с одной стороны страстно, с другой стороны карта якорь, это материальная стабильность. Но опять-таки мужчина какой-то, может быть, своими опрометчивыми поступками какими-то, ну, тут, знаете, может перечеркнуть все хорошее, что было во взаимоотношениях, даже если это не взаимоотношения там личные, а в принципе там деловые какие-то, тут может с какими-то своими проявлениями. И тут прямо вот закономерно сейчас разрушение в его жизни. Так вот, почему-то эта женщина, она говорит о вас с этим мужчиной. Да, странно. Не знаю уж, как это так все состыковать, но вот что мне тут идет. О вас говорит она, о том, что вы, в принципе, как где-то, ну, сродни белой вороне, да, женщина, которая вообще не похожа ни на кого. Кто там даже может сказать, что чуть-чуть нет мира сего со всеми вытекающими, да. Что-то карта, это карта окно в иной мир. Может быть, видит вас женщина, которая хотела бы больше узнавать, видеть, понимать. Увлечение психологией, таро, эзотерика, это все сюда. Опять-таки, женщина, у которой не свое какое-то нестандартное видение мира. Это может быть также разговор с этим мужчиной, что ну да, как будто бы вас трудно даже понять, вашу какую-то мотивацию, ваши какие-то действия. Тут все сюда, вот типа вот. В принципе, характеристика неплохая, не хорошая ваша, в принципе, как будто бы нестандартная вы. Вот тут как будто бы фиг вас поймешь. Сама по себе, как будто бы женщина тут, ну, на вас. Это же вас говорит, карта президент.
Президент, гармония. Ну, как будто достойна, женщина достойна тут и где-то подарков, где-то такая женственная, красивая. Как бы, по идее, такой женщины нужна огранка, да, такому бриллианту. Ну ладно, это я загнула, конечно, но почему бы и нет. Ну ладно. Сейчас говорят о том, что где-то вы, если в прошлом там у вас были какие-то, может, я не знаю, у кого-то выяснение отношений, у кого-то тут какие-то, может быть, ситуации трудные, то сейчас это ж о вас говорят, что у вас карта гармония. Где-то вы как будто бы успокоились, где-то себя гармонично ощущаете, где-то стараетесь эмоции свои держать под контролем. Опять-таки, а в анамнезе в прошлом, как будто бы была по королеве земли, у вас тут боль, где-то разочарование, именно в личной жизни тут такое идет. Как будто бы вот тут, не знаю, она как-то так может про вас говорить, что вот у вас такой был опыт в жизни, что не все вам всегда как будто бы удавалось, именно в личной жизни. Тут как будто бы есть какой-то нюанс. Опять-таки говорит о вас. Так интересно, что как будто бы вы сейчас что-то новое в свою жизнь хотите привлечь по карте корабль, ждете изменений, вот именно в личной жизни, да. И это сердце, кстати, ваше, что если вы там были тяжелые времена по королеве земли, именно в Манаре, она тут такая женщина, которая получила огромное разочарование от поступков какого-то мужчины, от этих взаимоотношений, то сейчас как будто бы у вас вновь сердечко это открыто. По карте Шут вы хотите идти в новое, вы как будто бы для этого открыты. Вот тут как-то так, рожденный побеждать, истина. Но опять-таки тут может быть какая-то такая история, вот это вот все, если читаю дальше, как будто бы она может этому мужчине говорить, что она-то готова идти в новое по карте Шут, она открыта для новых любовных каких-то историй, но все равно она обращает внимание на мужчин каких-то, вот тут рожденный побеждать, красавчик какой-то, альфа-самец, те, которые самоутверждаются, те, которые, знаете, в первую очередь, ну, знаете, покорил, поставил галочку, самоутвердился и дальше не выстраивая отношения, где-то на себе зациклен, тут самовлюбленный какой-то, вот такой какой-то типаж. Как будто бы вы готовы свое сердечко открыть, но вы опять типа даже не то, что выбираете, но вот как будто бы замечаете мужчин, которые взаимоотношения с ними ничем хорошим для вас не закончатся. Потому что это какая-то типа истина. Она говорит о вас, о том, что вы не умеете выбирать партнера. Вы выбираете вот таких каких-то там. Ну, в моем понимании, вот смотрите, рожденный побеждать. Тут какой-то мускулистый торс, такой весь мачо, да, с головой льва и с каким-то еще этим мечом. То есть мужчина резкий, мужчина где-то самовлюбленный, зацикленный, мужчина, для которого еще в голове у меня это лев же, что у него же там, это ж девочки, там прайд, там же несколько львиц, там же у льва не одна львица, а, как правило, две, иногда и три даже львицы, да, ну, чтобы вы понимали, что это же такой типаж, который явно полигамный, да, полигамен. Вряд ли это какой-то верный семьянин. Вот тут почему-то она тоже об этом говорит, о том, что вы то сейчас, почему-то она, откуда-то она взяла, что вы свое сердечко готовы открыть и идти весело во что-то новое по карте Шут. Это даже какие-то риски, может быть, но это что-то вообще какое-то яркое, новое, то, что может вашу жизнь изменить. Но она говорит, а выберет она или обращает внимание все равно на каких-то вот таких вот, ну, не знаю, то ли, как это сказать, героев-любовников, то ли каких-то таких вот смазливых, ну, тут я не знаю даже, как это назвать. То ли те, которые самоутверждаются в моменте, может быть, классный герой-любовник, может, правда, классный любовник, а потом дальше, ну, и что с ним делать? Ну, если вам это надо, только это, то это вообще другой вопрос. Как будто бы она ему какую-то истину доносит. И
почему-то она тут как диагноз вам ставит, что вот она выберет такого, и нифига у нее все равно с этим не будет. Тупик, как бы, тут какие-то магические карты, еще кладбище, крест. Ну, тут тупик, это как будто бы, знаете, вы как заложник каких-то программ. Ну, человеческим языком говорят, что у вас там вкус как был, или неумение выбирать партнера, так он и остался. Почему-то она вот это этому товарищу это все сообщает. Нафига такое говорить? Не знаю. Так, ну как будто бы уже предвидит, что в очередной раз вы совершите какую-то роковую ошибку, и опять вы будете чуть ли не страдать, чуть ли не вы останетесь в таком каком-то состоянии, положении, там, где разочарование, тупик. Ну, ничем хорошим это не закончится. Ну, как-то так. Как будто бы это крест. Это где-то ваши, вот я же говорю, какие-то ваши программки даже, родовые программки. Крест это как то, что даже изменить нельзя. Как будто бы только принимаешь это как данность. Что это она про вас такое говорит? Я не понимаю. Что это она про вас такого мнения? Притом, знаете, между строк так говорит, что ага, на самом деле, что вы, ну, там, симпатичная, женщина такая, которую многие обращают внимание, правда, для вас не так уж тяжело брать, как бы обратить на себя внимание, вы достойны вот этих каких-то подарков, внимания, но вот выбор партнера делаете не такой какой-то, и тут уже еще подтекст такой, знаете, как бы вы выбор партнера делали, знаете, исключительно, ну, руководствуясь тем, что, ну, хочу я так разнообразить свою сексуальную жизнь, ради бога. Это одно. А тут как будто бы она видит то, что вы действительно открываете свое сердечко, вы где-то подпускаете к себе близко, но вот как будто бы доверчивая вы слишком, где-то там вот даже тут как-то по шуту это что же можно тоже прочесть, как где-то настолько, ну, не бесшабашно, нет, это другое, как будто бы без оглядки, как будто бы вот риск какой-то, а риск неоправданный в данном случае. Ничего и делать нечего, хотел сказать, что вы покоя не даете. Зачем она это все говорит? Зачем она это все говорит этому мужчине о вас? Ну она на вашем фоне, ей хотелось бы самоутвердиться на вашем фоне. И она подчеркивает, насколько она по карте мастер делает все правильно, насколько, может быть, она там мудрейшая из мудрых по карте воительница, что она, вот в отличие, допустим, от вас, она свое сердечко держит под контролем, но, судя по всему, у нее вообще уже сердечка там нет. Ладно, воительница, мечевая королева, что у нее все расчет, холодно, холодный расчет, где-то она этим мечом любого, который там будет посягать на что-то, но нифига ни другого не предлагая, да, как будто бы, если это невыгодный для нее партнер, она это мечом, мягко говоря, треснет по башке. Тут какая-то, вот знаете, самоутвердиться за ваш счет и показать, насколько вы там какая-то, ну, где-то наивная, где-то какая-то доверчивость, где-то непрактичность, где-то, ну, как будто бы не приспособлены вы для жизни. И вот опять-таки, как будто бы самооценочку она свою поднимает благодаря тому, что, ну, вот, как будто бы она все это может проанализировать, вот, наперед все предсказать. Вот как будто так. Ну, так, что ей от вас надо, этой дамочке? А что ей надо? По карте марионетка, она вообще, в принципе, вами или кем-то другим хотела бы управлять, манипулировать, считает себя самой умной, считает себя вправе какие-то диагнозы раздавать, какие-то тут, не знаю, даже советы, может быть. Ну, человек самоутверждается, человеку, может быть, очень важно чувствовать свою значимость. В принципе, хотела бы, может быть, даже какие-то болевые точечки нащупать у вас, у кого-то еще. Для чего? Для того, чтобы в будущем вы выполняли ее волю, вы там какие-то сценарии ее, она так себе придумала, да, вот какую-то игру, а вы должны быть этой марионеточкой, которую дергают за ниточки. Ну, аккуратнее, девочки. Тут такая какая-то очень интересная женщина. Вот в моменте она сейчас вас говорит какому-то мужчине. Причем тут, знаете, вот наряду с тем, что правда какие-то достоинства ваши, что вы достойны самого лучшего уважения, подарков, заботы,
при том, что сердечко свое открываете и идете в новое. Ну, выбор, как будто бы вы в людях плохо разбираетесь. В данном контексте вы плохо разбираетесь в каких-то мужчинах. Типа жаргонизм, но ведетесь на каких-то, может быть, ну, я уже не знаю, на кого тут каких-то. У кого-то это красавчик, у кого-то тот, который может себя так преподнести, да, глаза опустить. Вот неправильный выбор партнера. Вот на этом точка. Все, мои хорошие. Кому было интересно, полезно, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Благодарю вас. А у кого проигралось, просто мне даже интересно. Напишите, что это за дамочка. Такая неординарная личность, кстати. Такая она какая-то, да, шахматистка какая-то. Ладно, нет, ну там она и психолог хороший, манипулятор. Но при этом она жесткая такая, знаете, и такое ощущение, как будто бы она даже смеется над людьми, которые могут любить, которые где-то даже это сердце не боятся открыть вновь, для того, чтобы пустить что-то хорошее в свою жизнь. Вот тут какой-то, знаете, вот циник она такая какая-то циничная. Мне такое не нравится. Ну ладно. Все, спасибо за то, что вы со мной. До новых встреч.